Всем привет! Благодаря своевременно пройденному лолку можно наконец-таки приступать к новой, недавно вышедшей игре. Она из себя представляет что-то вроде гибрида УФО и ТД, и тут даже можно играть заемку, что мы, конечно же, очень любим. В смысле она вышла 5 лет назад? Какой сейчас год? Всем привет! Я наконец-то вспомнил пароль от своего аккаунта, а если серьезно, у меня наконец дошли руки сделать то, что я очень давно хотел сделать. И думаю, это достаточный повод для нового видео, хотя не то чтобы здесь будет что-то прям особо сверхъестественное или чего здесь никогда раньше не было, но я думаю, это все же стоит того. Много за это время произошло, что-то поменялось, что-то осталось прежним, но это не совсем подходящее место для того, чтобы это все обсуждать, но из релевантного надо сказать, что в 2019 году у меня помер диск, а вместе с ним и вся Таходата, поэтому history будут такие себе довольно скромные теперь в этом видео. И в последующих других, если не будут, конечно, ничего не обещаю, но как бы посмотрим. В этом видео я решил использовать что-то вроде контекстной камеры, чтобы, собственно, объяснять контекст некоторых моментов. Например, сейчас почему-то именно в этом ране я немного пережал на боссе и не отменил нонспел, как это я обычно всегда делаю. Толку от этого в survival ранах, конечно же, никакого, но выглядит, по крайней мере, интереснее. По этой же причине и в дальнейшем, на протяжении всего рана, я пользуюсь некоторыми скоринг-техниками, которые по факту ничего не делают, но, по крайней мере, выглядят лучше, чем если их не делать. Вообще, мне этим и нравится, то что тут достаточно интересная механика скоринга, и ей хочется заниматься даже без самого, собственно, скоринга. Хотя к этому подталкивает еще и то, что если ей совершенно не заниматься, то у тебя будет не хватать времени на лок-ласт спеллов, а от этого будет играть еще менее интересно, и в общем, да. Йонка в этой игре отличный соло-персонаж, так как совмещает в себе человека юкайские трейты, имеет очень высокий урон и при этом довольно гибкое покрытие экрана. Минусами является то, что это самое покрытие экрана требует довольно аккуратного контроля в некоторых случаях, и то, что по рождению она человек, что тоже является минусом в большинстве случаев. В некоторых случаях это преимущество, но по моему опыту я бы сказал, что это все же больше минус, чем плюс, но об этом все дальше. На первом стейдже, как обычно, говорить особо не о чем, и все, что чем ты хочешь заниматься, это стрелять в анфокусе и наслаждаться ASMR фарма таймпоинтов от стрельбы в Human моде, параллельно убивая вылетающую гадость по возможности. Конечно же, даже здесь можно случайно умереть, если особо сильно выпендриваться или просто потерять концентрацию, что лучше, конечно же, не делать, так как умирать на первом стейдже это не оптимально, и я бы даже сказал мисплей. Также примерно на этом моменте я то ли вспомнил, то ли узнал, так как я без понятия, знал я об этом раньше или нет, о том, что стрельба по боссу, у которого осталось мало хп на атаке, звучит по-особенному, что на самом деле полезно в некоторых случаях. Тем временем у нас тут очень классный ластспел, который можно приятно грейзить в юкай моде, что приносит вагон поинтов по меркам первого левела, да и не только первого, если ты особо сильно не занимаешься скорингом. Но тут легко въехать в коридорчик случайно и все зафейлить, к счастью, не в этот раз. Уже со второго уровня становится заметен контраст между, собственно, первым и последующими уровнями, если можно так выразиться. В том плане, что приходится вести тебя крайне аккуратно, иначе все может пойти не так и легко из этого умереть. Поэтому, если на первом уровне можно заниматься какой хочешь фигней, то начиная с второго очень желательно придерживаться строгих роутов за емку, что с одной стороны очень сильно упрощает прохождение, но с другой играть это получается не так интересно каждый раз. Хотя из-за ненулевых требований к контролю емки даже зароучные статичные стейджи не становятся полностью тривиальными, и это нисколечки не форшадовинг. Даже здесь на втором уровне можно случайно умереть, если вдруг что-то исполнил неправильно, и если честно, я бы сказал, что второй уровень здесь сложнее, чем третий, что немного странно, но что есть, то есть. Как минимум уровень здесь сложнее из-за тех самых требований по контролю, так как нужно постоянно убивать врагов в разных частях экрана, когда на третьем там все более организовано. И с плохим таргетингом в какой-то момент можно получить кучу противных конусов в лицо от вот этих вот феек мелких,
Если к концу уровня не успеть взять его под контроль, то вполне возможно здесь умереть случайно, но этого происходить не должно, и, к счастью, в этом ране этого не происходит. Но заниматься этим крайне желательно, потому что если просто так убивать все сразу на вылете, то времени не наберется к ластспеллу и будет немножечко грустно. Вообще довольно странное чувство просыпаться спустя 6 лет, разговаривать как ни в чем не бывал, как будто все это время я провел в эпической аниме-тренировке, а не запускал туху раз в полгода. Но тем не менее, на этот ран мне этого хватило, поэтому и сказать, думаю, есть что. Но не сейчас, потому что второй босс все еще более-менее легкий, хотя, опять же, как по мне, он сложнее, чем третий, так как требует чуть больше внимания, и есть шансы на кое-что неприятное на втором нонспеле, что тоже обычно не происходит, но может, даже заемку. А на третьем стейдже, к счастью, ничего похожего нет. Сколько я не играю ее второй спелл, он мне постоянно кажется сложным, по меркам второго стейджа, но при этом мне никогда не получается его зафейлить, так что, не знаю, возможно, просто кажется, но... Не знаю, траектории пуль не очень приятные здесь. Проблема этого нонспелла заключается в том, что для него тебе нужно сначала втиснуться в узкий коридор, сделать это под боссом, убить всех влетающих фамильяров, а затем и самого босса, чтобы не заиметь себе лишних проблем. Йомка со всем этим справляется хорошо, но иногда ей не хватает радиуса атаки, чтобы убить все вылетающее, и могут случиться некоторые казусы. Например, на второй волне здесь, если бы босс не умирал, тогда были бы большие проблемы. К слову, о больших проблемах, они там возникают у соло юкаев, которые фамильяров вылетающих убивать вообще не могут, поэтому это 1-0 в пользу людей по упрощению или усложнению атак. Считать будем дальше. Эти два спела довольно простые, но почему-то у меня появилась тенденция влетать на втором пуле. Или может даже на первом, я уже плохо помню. Раньше вроде такого не было, но теперь почему-то есть, не знаю, Слишком торможу иногда, наверное. Старость, не радость и все такое. Паспал тоже крайне простой, но почему-то его получается проходить только в половине случаев. Как говорится, 50% of the time it works every time. Загадка. И тут, наверное, первый раз, когда можно в какой-то степени воспользоваться звуком на низком здоровье у босса, так как фокусить ее относительно сложно на этой атаке, а если не фокусить, то она может уйти в тайм-аут. И после так называемого выигранного коинфлипа мы заканчиваем второй стейдж, и начинается третий, кто мог подумать. Мне нравится третий стейдж, заемку он очень простой и очень элегантный, но если ты не хочешь вести себя элегантно, то начинаются большие проблемы. Как хорошо, что я не собираюсь вести себя неэлегантно. Центральных феек на старте нужно задевать самым краешком фамильяра, чтобы они умирали в самый подходящий момент, а затем все спокойно защищается, и мы переходим наверх. Наверху от тебя требуются две вещи: стрелять в нужном направлении и отходить влево и вверх. Таким образом, ты и обходишь все пули, и собираешь айтемы с выпадающих врагов. Но иногда в мозгу случается зависание, и ты пытаешься сделать все правильно и неправильно одновременно, из-за чего умираешь. Это даже не какая-то кошмарная трагедия из-за того, что все пошло не по плану, а просто рандомное влетание в пулю, просто потому что тебе захотелось. Хорошо, что больше ничего подобного в этом ране не будет. Ну и такие глупые смерти для меня никогда не были поводом для рестарта. Даже на втором уровне я бы продолжил ран с одной смертью. С двумя, возможно, бы и нет, но с одной, конечно, продолжил бы. Всегда продолжаю. На первом рестарчу, а дальше нет. Дальше как получится. Как минимум это будет дополнительная практика, как максимум может и успешный ран, если звезды сойдутся. Карта выглядит страшновато под конец. Мне казалось, раньше она такой не выглядела, возможно, что-то забыл, но, тем не менее, она статична, и если что, всегда можно подпридумывать что-нибудь для нее. Дальнейшая секция хорошо иллюстрирует разницу между плохим и хорошим контролем. Все либо довольно быстро умирает и не создает никаких проблем, либо получается непонятно что. Но даже в такой ситуации я пожадничал, полез за поинтами, что, собственно, привело меня к предсказуемому результату. В подавляющем большинстве случаев такого не должно происходить, и не происходит, поэтому я считаю эту смерть довольно тривиальной и не требующей дополнительного к себе внимания. Но справедливости ради, сам роутинг это внимание к себе требовал изначально, особенно это будет заметно и на 4-м уровне, потому что он там еще более сложный. Так что не то, чтобы это было совсем легко, но после того, как ты к нему привыкнешь, то как бы да, оно играется само по себе практически. Кроме вот этого рана почему-то, ну, что есть, то есть. Вторая атака, на которой у людей преимущество, потому что по той же самой причине, и всегда будет по этой же причине,
Можно убивать фамильяров, которые генерируют пули. Если ты их убиваешь, то атака становится проще. Если ты их не убиваешь, то атака становится сложнее. И кто? Люди могут убивать фамильяров. Поэтому для людей она проще. 2-0. Тривиальная статичная карта, где ты большую часть времени стоишь на одном месте, немножко отходишь иногда и возвращаешься обратно, и карта заканчивается, потому что урон емкий огромный, и проблем никаких нет. За оба нонспелла я очки давать не буду, наверное, потому что люди его упрощают тем, что могут убивать фамильяры, но у людей пули здесь двигаются быстрее, поэтому, наверное, это более-менее их компенсирует, и, конечно же, проще за команды. Так ты можешь убить фамильяры, а потом замедлять пули в юкай форме. Иногда они выглядят заемку страшными, но, опять же, фейлить у них не получается. Как и не получается фейлить все остальное на этом боссе. Так что третий стейдж спокойно проходится без смертей. Не считая 2 дурацких на уровне, но обычно должно проходиться без смертей, что, собственно, оставляет довольно много ресурсов на оставшиеся 3, и они обычно нужны. Но перед этим довольно забавный ластпел, который выглядит немного страшновато, и мне потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, как вообще он проходится, но потом я вспомнил, и тебе нужно всего лишь начинать с центра и двигаться каждые 3 выстрела, и если ты делаешь правильные шаги, то он заканчивается, и все очень легко, по крайней мере, заемка, так у нее есть урон. Ура! К сожалению, сейчас у нас 4-й уровень, а это совсем не ура, потому что быть человеком на 4-м уровне — это боль и страдания. С самого начала нужно готовиться проходить его как надо, потому что если ты его проходишь не как надо, начинаются проблемы, и можно в любой момент умереть из-за этого. Прохождение заемку как надо всегда означает одно и то же, это стрелять по всем спавнам одновременно, но здесь нужно еще и немножко перенаправлять атаку, так как спавны немножечко различаются. Крайне важно помнить все спавны на этом уровне, потому что времени на то, чтобы убить все, что вылетает, иногда очень мало. Опять же, если все делать как надо, то проблем нет на этом уровне, но делать все как надо сложнее, чем на предыдущих, потому что постоянно находишься под давлением и очень легко сбиться. Вообще 4-й уровень для меня достаточно ностальгический, потому что давным-давно у нас была небольшая скоринговая компетиция на нем, но это совершенно не означает, что мне нравится его играть. Я бы даже сказал, очень даже наоборот. Когда я говорил про мало времени, я имел в виду эту секцию, потому что большие фейки вылетают буквально друг за другом, и если их не убить вовремя, то экран очень становится загаженный, даже здесь это немножко было заметно, но, к счастью, все обошлось в этот раз, а вторая половина стейджа, мне кажется, чуть попроще. 4-й стейдж переворачивает баланс сил с ног на голову, так как именно здесь практически все в той или иной степени за людей сложнее, чем за юкаев. К счастью, заемку надо бить Марису, а не Рейму, которую я всегда считал проще, хотя все остальные всегда говорят, что Рейму проще, но я Рейму играю не так часто, поэтому я точно не знаю. Но это не значит, что она легкая. Первый нон это статика, но на нем я иногда умирал, поэтому пришлось практиковать конкретный для него роут, включающий проход слева от желтой звездочки, и после этого я вроде как перестал его фейлить. Asteroid Gold, наверное, моя любимая карта в этой игре. Она умеренно сложная, но не настолько, чтобы быть каким-то булщитом, и вполне приятно ее играть каждый раз, и редко получается ее фейлить. Эта карта создает больше проблем, когда у тебя недостаточно урона, так как потом по центру пролетают дополнительные волна звезд, от которых нужно ходить в сторону, но все равно. И дальше у нас тут одни из самых сложных атак в этой игре, но он хоть и статичен, но очень узкий, и босс может двигаться в разные стороны. Я тестировал много разных роутов на нем, и текущий мне казался наиболее эффективным, что, собственно, мы и видим, к счастью, прошлось без фейлов. И эта карта зарабатывает, наверное, целых 2 очка для юкаев, потому что из тривиальной карты для людей она превращается в сущий ад на земле. Хотя, наверное, правильно сказать для емки, потому что у Рейма вроде бы и был трейд, который дает мне неуязвимость от фамильяров, но я уже не очень хорошо помню. Но очень плохо здесь емки, потому что можно умереть от, собственно, прилетающих туда-сюда фамильяров, и они каждый раз летают по-разному. Поэтому стратегии прохождения немного отличаются каждый раз. К счастью, мне повезло, и расклад получился хорошим. Я его не зафейлил и прошел без смертей. Дальше намного легче. Так как я Рейму почти не играю, я не могу с уверенностью сказать, сколько очков получают юкаи там, но я точно помню, что там тоже можно получить по лицу фамильярами, и убивание их не так релевантно, поэтому, да, поэтому юкаи вырываются вперед по итогу 4-го стейджа. Вперед вырываюсь и я, из-за жадности завалив себе экран пулями перед спавном больших феек, но даже так умираю не из-за этого, а из-за пережатой кнопки и въезда в пулю, в которую совершенно не должен въезжать. Тем не менее, пример в углу показывает, что если все делать правильно, там и въезжать не во что. Я пришел к выводу, что первый нон-босс в какой-то степени особенный, но не потому, что это рандом на фоне кучи статики,
Потому что это одна из двух атак в этой игре, которая вынуждает меня менять технику чтения, если можно так выразиться, чтобы минимизировать риски. Что я имею в виду? Если в большинстве случаев внимание направлено больше в центр экрана и рассеяно оттуда по всему вокруг, чтобы регистрировать как можно больше элементов и, собственно, на них реагировать, то здесь лучше буквально туннелиться на персонаже, так как пули слишком хаотичны, и все, что не находится в непосредственной близости к персонажу, создает только лишний шум. Тем не менее, это не делает его тривиальным, так что очень хорошо, что я там не умер в этом ране. Я проговорил почти весь первый спелл о нанспелле, но невелика потеря, так как он достаточно легкий, его еще можно совиспользовать, но это занимает дольше времени, поэтому я этого не делаю, хотя есть очень-очень маленький шанс тут умереть, но если я там умираю все же, то по делам. Нанспелл, который технически становится проще за людей, но из-за того, что он кончается достаточно быстро, то нет никакой разницы из-за того, что убил ты фамильяров там или нет. Дабл Спарк вторая по справедливости карта после Астероид Белта. На голову его ниже из-за тряски экрана, но в остальном довольно неплохо. Времени предостаточно, чтобы перенаправить большие лазера, и звездочки не очень противные. Иногда может прилететь неожиданно и умрешь, но проблем не должно быть в большинстве случаев. При хорошем контроле за емку он еще и кончается довольно быстро. А этот спелл, наоборот, в свою очередь, довольно противный. Насколько помню, я всегда рассказывал людям о том, что он легкий, но потом начал на нем умирать, и пришлось приостановиться и задуматься. В итоге пришел к выводу о том, что он легкий, но со звездочкой. Это все еще стриминг слева направо, но нужно уделять очень много внимания фамильярам. Лазерочки из них толще, чем кажется на первый взгляд, и находятся под кривыми углами, поэтому лучше держаться от них подальше. В некоторых случаях даже делая шаг назад, рискуясь нарваться на звезды от стриминга. В самом низу стоять тоже не вариант, потому что в таком случае становится слишком плохо видно происходящее. А спелл заемку тоже довольно комфортный в целом. У нее достаточно урона, чтобы закончить его вовремя. Он статичен и больше, собственно, сказать нечего. Но можно иногда влететь в пулю, просто потому что. Но лучше так не делать. Единственное, что из-за того, что на стейдже есть проблемные моменты, можно буквально не анлокнуть ласпелл, так как потеряешь из-за смертей слишком много времени. Бывает. Что тоже довольно грустно. К счастью, на этом четвертый стейдж заканчивается, и после этого можно вздохнуть спокойно и передохнуть на пятом. Ведь так? На самом деле, да, я бы даже хотел немного поговорить еще о втором ноне мидбосса Марисы, но перед этим хочу сказать кое-что важное. Когда выполняешь такой выкрутас, надо обращать внимание на пульку сверху, потому что если ее увидишь, то надо ее не сильно пугаться, чтобы не врезаться в пульку снизу после нее. А теперь немного о Марисе. Босс обычно идет в ту сторону, где стоишь ты, поэтому мы стоим слева. Начинается роут из центра, обходя большую стену, которая летит налево. После чего мы сами идем налево, проходя через наибольшие промежутки, стараемся добить босса до того, как нас завалит очередной стеной. Через право тоже вполне проходимо, но немного сложнее. Тем временем довольно страшноватая секция и совершенно незаслуженный на ней додж. Здесь по возможности нужно как можно быстрее убивать спамящих феек и использовать феек с фамильярами, чтобы подчистить экран, что для Емки с ее требованием к контролю немножечко сложновато делать. А точнее, конечно же, для меня с требованием Емки по контролю сложновато. Помните, что я говорил в самом начале этого стейджа? Это более актуально, когда пытаешься убить все этих трех феек таким образом, но умер я не из-за этого. Насколько помню, у меня случился брейнлак, и я просто перестал двигаться раньше обычного, в итоге не спустился до самого центра фейки, а остался стоять сверху и, соответственно, поймал пулю в лоб. Возможно, я был слишком ошарашен тем, что к тому моменту у меня не было ни одной смерти на сложных моментах, зато целых 3 глупых, тем самым увеличив их количество до 4. Тем не менее, это скоро изменится, потому что первый нон-теви — это самая сложная атака в этой игре, и я на 90% серьезен. Сколько я не пытался, ее чтение для меня это полный рандом, и единственное спасение на ней это то, что она кончается за один цикл. Так что это у меня первая оправданная, или можно даже сказать запланированная смерть в этом ране. При этом жизни, включая еще не полученные, осталось всего 4. Интересно, куда они делись. К счастью, второй юнон, как и все остальное на этом стейдже, относительно легкий, поэтому я все еще не отчаиваюсь. Вторая половина уровня проще первой, но принцип точно такой же. Убиваешь спамящих фей и стараешься очищать экран фейками с фамильярами. Пули в этот раз наводятся, поэтому ситуацию контролировать проще. В такие моменты во время рана, конечно, становится немного обидно, потому что думаешь о том, что, ой, если бы не все глупые смерти, была бы всего лишь одна смерть на данный момент, и выглядело все намного бы круче, но для меня такой перформанс уже неплох, так что ничего страшного. На последних феях тоже можно упростить себе немного жизнь, очищая экран фамильярами, для чего
Приходится немного останавливать выстрелы, как здесь. Но все равно в целом довольно просто. Возможно, слишком просто, потому что я совсем страх потерял стоять таким образом. В любом случае, босс. К счастью, Рейзен самый легкий босс 5 уровня, поэтому умирать здесь совершенно не обязательно. Большинство смертей на нонспеллах происходит из-за того, что ты находился вверху экрана, когда полез за айтемами, и из-за этого получил пулю в лоб, а об остальных мы не разговариваем. Первая карта довольно легкая и полная статика, но что делать, когда у тебя 3 жизни в ЛНБ-ране? Правильно, начинать выпендриваться. Плюс выпендрежа в том, что благодаря урону ёмки карта заканчивается намного быстрее, чем без него. Также это выглядит круче, чем обычным способом. Минусы: если не получается равномеренно и вовремя двигаться, то умираешь там, где не должен. Моя логика тут была в том, что если у меня этого не получается, то я не заслуживаю этого ЛНБ. Так что я от этой страты не отказывался, даже когда жизни было не так много. На этой карте умереть можно. Но любая смерть на этой карте — это мисджаджмент, пространство и расстояние до низу экрана, поэтому скилл ищу, как говорится. Эта карта еще один случай, когда можно по звукам подготовиться к ее окончанию, потому что если ты хочешь слетать за бонусами, нужно это делать быстро, иначе поймаешь лбом пулю, пополнив собой ряды героически павших на нонспеллах Рейзен. Этот нонспелл тоже технически становится проще за Хуман, но я отказываюсь считать это за победу. Единственная ее проблемная атака, которая, если повезет, проходится за 1 додж, если не повезет, за 2. В самом начале нужно перенаправить пули из углов куда-нибудь в сторону, и если Рейзен сдвинулась в ту же сторону, что и ты, то после вот этого доджа карта заканчивается и больше ничего делать не нужно, но в этот раз она не сдвинулась, поэтому мне пришлось протиснуться здесь еще раз. Очередная атака, на которую не нужно дожить, а нужно просто правильно двигаться. Сказать, собственно, нечего. Главное не расслабляться и не заснуть на ней, потому что так умереть вполне возможно. Либо, когда ты разволновался без смертей в ране и не очень уверен в себе сейчас. К слову, про разволновался, я очень успешно добиваю босса, стоя на пулях буквально в полсекунды до их спавна, что могло меня очень успешно убить, но, к счастью, этого не случилось. Я научился проходить ее Last Spell. Ну как научился? Так это статика, я научился его спидкиллить за ёмку. Проходится это в 2 волны и ничего не успевает произойти. Ура! 6-й стейдж, 1 ожидаемая смерть, 4 дурацких и только 4 жизни в запасе. План на опене довольно простой. Обойти красную пульку слева и стрелять под достаточным углом, чтобы добить 2-ю фейку. Если 2-ю фейку не добиваешь, то могут начаться проблемы, поэтому нужно уделить этому достаточное внимание после обхода пульки. Следующая секция при небольшом контроле ёмки достаточно простая, даже при очень неудачных спавнах, поэтому есть время передохнуть. В этот момент я довольно скептически, оптимистично настроен на ран, потому что у меня были раны 6-го стейджа с 2-3 смертями, поэтому ресурсов у меня технически хватает, но тут достаточно сложных моментов, где можно умереть больше, чем 3 раза, поэтому есть чего бояться. Если смотреть реалистично на шансы, то можно ожидать как минимум 2 смерти, при условии, что захватываешь хотя бы часть сложных атак. Но если ты не захватываешь вообще сложные атаки, то что ты здесь делаешь, правильно? Первый повод для смерти не заставляет себя долго ждать. Non-Alien сложный, но проходимый. На него у меня даже есть стратегия. Понятно, объяснить, наверное, не получится, но нужно ориентироваться по самой дальней от босса пульки, потому что позади нее пересекутся все задние, которые можно будет спокойно обойти потом. К сожалению, после первой волны это не так надежно, потому что меняется не только высота пуль, но и появляются новые, которые мешают ходить куда хочется. Стоит отметить, что смерть на нонспелле удлиняет карту на 1 волну, что делает ее заметно менее комфортной. Хотя она, по идее, не должна быть сложной, но мне она крайне не нравится почему-то. Очень хорошо, что она не такая непроходимая, как версия из-за финала. Тем не менее, я умудрялся иногда на ней умирать. Особенно после смерти на нонспелле. После моего предыдущего ассессмента, собственно, ничего не поменялось. Я ожидаемо умер на Эйрин, и 3 жизни мне теоретически хватает на босса. У Кагой ровно 3 атаки, на которых есть серьезные шансы умереть, но при этом у нее можно умереть еще на некоторых других моментах.
Не говоря уже о том, что на некоторых атаках можно умереть больше одного раза. К счастью, это не про первый нонспел, потому что заемок он заканчивается очень быстро, достаточно всего лишь немножко постримить. Но сразу же после него идет первый кандидат для смертей. Карта довольно дурацкая, но не самая сложная. Я экспериментировал с различными стратегиями на ней, но все-таки ничего интереснее, чем стоять ближе к углу и просто надеяться, что не завалит, не придумал. Так как лазеры наводятся, немного помогает держать в голове их общий паттерн, например, то, что слева и справа от тебя небольшие пространства хорошие есть. В одном из ранов я застоялся в углу сверху и умер. Не делайте так, пожалуйста. Но вроде это полезно, перенаправлять этот нон. Не помню, но вроде да. В любом случае, нанспел довольно легкий и дает время морально подготовиться к тому, что идет дальше. А дальше идет самая сложная атака в игре, и возражений не принимается. Это вторая атака, про которую я говорил во время Марисы, требующая менять технику чтения, потому что здесь тебя точно так же заваливают мелким рандомным мусором, но при этом еще и ограничивают твои передвижения аж двумя способами. При этом карта еще и довольно долгая, поэтому шансов, что не повезет, больше, чем у других. Единственное, что хорошо, лазерочки активируются где-то через секунду после их появления, поэтому есть достаточное количество времени свалить из надвигающейся западни, если получилось ее предвидеть, конечно. Следующий нон тоже несложный, но страшноватый, потому что пули накладываются друг на друга, и читать их в целом противно как минимум. Но если брать инициативу в свои руки и верить в хитбоксы, то умирать здесь обычно не получается. Точно так же, как и не получается обычно умирать на следующей карте, потому что за хумнов можно вполне комфортно убить стреляющих по краям фамильяров, и на карте перестанет что-либо происходить. Достаточно просто начать с краю, и... Да, я этим не занимаюсь. Не только потому, что я решил повыпендриваться даже с 2 жизнями в запасе, когда на кону стоит ЛНБ, но даже на сейфовой стратегии можно случайно умереть от волнения. А через центр заемку карта заканчивается очень быстро, и достаточно всего лишь один раз не ошибиться, и все будет позади. Ну и учитывая все дурацкие смерти перед этим, тут уже глубик go home, как говорится. Насчет той страты хочу еще сказать, то, что там нужно двигаться и не быстро, и не медленно, иначе поймаешь либо лазер, либо пули. К слову, про волнение тут я чуть не умер, потому что был немного в ступоре из-за того, что рана уже почти в кармане. 2 жизни вполне достаточно на 2 оставшиеся карты, даже при том, что Lifespring Infinity довольно сложная, но я считаю ее проще первых 2, и статистика это подтверждает. Если получается чувствовать траектории пуль и помнишь, что лазера активируются не сразу, то проблем быть не должно до тех пор, пока везет. Потому что иногда могут попасться довольно нечестные мувменты, когда какой-то двигается к тебе и вниз, и тебя очень сильно зажимает. Это не становится совершенно непроходимым, но очень проблемным. К счастью, мне повезло, и Lifespring Infinity остался позади без смертей. Харай Жевел я бы описал как легкую карту, которую легко зафейлить. Я за кучу лет забыл стратегию на нее, и мне понадобилось какое-то время, чтобы ее вспомнить, но она все такая же. Дэши под желтыми. Определяешь правильные желтые, дэшишься под ними, и карта проходится. Даже под конец, когда под желтыми невозможно задешиться, ты все равно дэшишься под желтыми. И даже если не получилось задешиться под желтыми под конец, то после одной смерти ты можешь просто застримить ее вертикально, и карта тоже заканчивается. Ее сложность в том, что под конец, когда весь ран на кону, может быть сложно из-за волнения делать вот такие механические ритмичные движения. Это ее единственная сложность, но эту сложность не стоит недооценивать. Потому что если случайно умереть на ранней стадии, то может быть потом сложно зарекавериться и проблем не оберешься. К счастью, у меня в этом ране не было проблем с определением цвета и ритмичными движениями, возможно, заслуга Саламандры и карты Рейзен, и ран закончит с 2 жизнями в запасе и 4 дурацкими смертями на стейджах. Конечно же, это еще не конец, и впереди 5 ластспеллов, 4 из которых относительно простые и 1 сложный. Первый это простой вертикальный стриминг с одним рестримингом и одним уходом в сторону под самый конец. Ничего сложного и не должно быть. Главное не пережимать мувмент и не загонять самого себя в ловушку. Второй это довольно простое перемещение между 2 дырками. К сожалению, сложно здесь определить эту самую дырку в самом начале, что у меня сделать не получилось в этот раз. Возможно, это как-то связано с тем, что я считаю первый нон Теви непроходимым. Третий спелл это быстрые, но довольно легкие туда-сюдашечки. Можно случайно въехать в пули, но когда ты уверен в себе и хорошо контролируешь персонажа, этого обычно не происходит. И трудно быть неуверенным в себе после такого рана. Я предпочитаю чередовать вот так фокусом с анфокусом, чтобы делать даш в анфокусе, но фокусом быстро тормозить, чтобы не улететь дальше, чем хотелось бы. Четвертый это простой стриминг со звездочкой, потому что начинается он из секспота с углу. Можно начинать его из центра Кагуи, но я не на таком левеле пендрежа пока что.
И затем мы медленно двигаемся в сторону, имея очень короткие промежутки времени, чтобы прочитать траектории пуль и не поймать их лицом. Главное не двигаться слишком быстро, иначе можно дойти до края до того, как карта закончится, и жизнь после этого будет не очень веселой. Последний Last Spell я бы тоже назвал очень сложной картой, но так как это Last Spell, я его не сравнивал с остальными атаками, но все же да, он довольно сложный. К счастью, почти вся его сложность приходится на последние секунды, и поэтому может просто повести, и ты его пройдешь. Но расслабляться, конечно, раньше времени не стоит, потому что и до последних секунд можно спокойно умереть. До последней фазы стоит смотреть на форумы и идти туда, где будет пуль меньше, а на последней фазе можно начинать молиться. И молиться у меня получилось, потому что я смог прожить всю длину карты, но не мгновение больше. И после качания таймера в мое уже неуязвимое тело сразу же влетела пуля. Но было уже поздно, и ран окончен с 4 дурацкими смертями на стейджах, 3 смертями на сложных моментах и одним зафейленным ластспеллом на Кагуе. В целом я раном, конечно же, очень доволен, даже несмотря на дурацкие смерти. Лучше вряд ли получится без инвестирования большого количества времени. Так что всем спасибо за просмотр, пока-пока, до встречи неизвестно когда.